Добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем мастер-классе мы свяжем вот такую вот сумочку из рафии. По данному мастер-классу вы сможете связать сумочку любого размера. Она у меня на магнитных кнопках. Кнопки у меня пришивные. И я использовала еще цепь. Вместо цепи, конечно же, можно связать ремешок. Для вязания я использовала вот такую вот скрученную рафию. Нам понадобится на данную сумочку всего 50 грамм рафии. Сумочка у меня размером получилась 10 сантиметров и приблизительно 18 сантиметров в высоту. Также нам понадобится крючок номер 4. Сумочка вяжется очень легко, узор здесь несложный и справится даже новичок. Если вы захотите, вы можете выбрать модель без клапана, то есть связать ее вот таким вот образом и магнитную кнопку пришить внутри. И тогда у вас будет сумочка без клапана. Нам необходимо будет связать вот такой вот прямоугольник. Размером он у меня 11 на 47 сантиметров. Ширину вы можете регулировать количеством рядов, а длину мы регулируем набором воздушных петель. Сам узор состоит из 2 рядов, и для данного узора нам необходимо число петель кратное 4 плюс 2 воздушные петли для подъема. На данную длину в 47 сантиметров я набирала 80 воздушных петель плюс 2 петли для подъема. Делаем петельку. Провязали, затягиваем и набираем число петель кратное 4. Провязываем 1, 2, 3, 4. Снова 1, 2, 3, 4 и так далее. Провязываем число петель кратное 4. Для примера я набрала 20 воздушных петель. Далее мы делаем еще 2 воздушные петли для подъема. 1, 2. Далее вводим крючок во вторую петлю от крючка. Вот первая петля, вот она вторая. Во вторую петлю от крючка вытягиваем петлю первый раз, далее в следующую вытягиваем второй раз, в следующую третий раз и еще раз в следующую 4-й раз. Мы вытянули 4 петли. С учетом петельки, которая у нас была уже на крючке, у нас всего 5 петель. Все эти 5 петель мы провязываем вместе. Провязали, далее соединяем, вяжем следующий лепесток. Для этого мы вводим крючок в центр лепесточка, вот сюда вот. Вытянули первый раз петельку, далее опускаемся вниз в основание цветочка, второй раз. Далее в следующую петлю третий раз и в следующую 4-й. У нас снова на крючке 5 петелек. Мы их провязываем вместе. Провязали, делаем соединение, вяжем следующий лепесток. Снова в центр цветочка, в основание, в следующую, третий раз уже вытянули, и в следующую 4-й. Снова 5 петелек провязываем вместе. Соединяем. И вот такие у нас получаются лепесточки.
Далее провязываем точно так же до конца. В конце я покажу, как провязать последний лепесток. В конце у нас остается последняя петля. Мы здесь провязываем последний цветочек неполный. Вот провязываем в серединку, в основание и в самую последнюю петлю вытягиваем петельку. И на крючке получается у нас не 5 петелек, а 4. Провязываем 4 петли. В конце всегда у нас получается цветочек неполный. Далее соединяем. Вот у нас первый ряд узора. Далее вяжем второй ряд. Для этого делаем одну воздушную петлю. Переворачиваем. И смотрим. Вот здесь у нас идут центры лепесточков, цветочков, то есть. И мы будем провязывать именно сюда. То есть вот у нас идет столбик из воздушных петель. Далее петельку мы пропускаем и вяжем в центр цветочка. Вытягиваем петлю, провязываем один столбик. И сюда же в центр второй столбик. Далее снова одну петлю пропускаем и в центр цветочка мы провязываем 2 столбика. Снова пропускаем следующую 2 столбика. И таким образом довязываем до конца. Если посмотреть с этой стороны, у нас уже цветочек полный. В конце провязываем последний центр цветочка. И в конце обязательно провязываем последнюю самую петельку. Вот здесь вот с краю мы провязываем один столбик. Вот мы провязали второй ряд. Далее у нас узор повторяется. Мы будем провязывать сейчас третий, как первый. Для этого мы набираем 2 воздушные петли. Раз, два. Переворачиваем. И крючок вводим во вторую петлю от крючка. Вот первая, вот вторая. Вводим вот сюда крючок, во вторую. И далее будем вводить вот в эти петли. Также вытягивать петельки. Мы должны вытянуть их 4 петли. Провязываем во вторую петлю от крючка. Вытянули. Это первая. Далее сразу же здесь у нас идет первая петля в ряду. Сюда заводим, вытягиваем второй раз. Далее в следующую третий, следующую четвертый. Вот на крючке у нас снова 5 петелек. Провязали, соединяем их. И далее точно так же вводим в центр цветочка. Далее в основание. И в последующие 2. Снова 5 петелек мы провязываем вместе. Соединили. И далее повторяем. Центр цветочка. В основание. И в последующие 2. И таким образом довязываем до конца. В конце я покажу также, как провязывается у нас неполный цветочек. Вот я провязываю предпоследний
цветочек. Вот 5 петелек у меня на крючке. Провязываем, соединяем. Также в центр цветочка, далее в основание и в самую последнюю петлю у нас. Вот здесь у нас с краю находится самая последняя петелька. И на крючке у нас 4 петли. В конце мы провязываем неполный лепесточек. Делаем соединение. И следующий ряд мы вяжем столбиками без накида. По 2 столбика в каждый центр цветочка. Для этого в конце мы делаем одну воздушную петлю. Переворачиваем. И в центр цветочка мы провязываем по 2 столбика. Довязываем до конца. В конце мы провязываем центр цветочка. И последнюю самую петельку мы провязываем 1 столбик. Далее 5-й ряд у нас вяжется так же, как и 1-й ряд, либо как вот 3-й ряд мы провязывали. То есть узор у нас повторяется. Мы делаем в конце 2 воздушные петли. 1, 2. Переворачиваем и крючок вводим во 2-ю петлю от крючка. Вытягиваем 1 петельку. Далее сразу же здесь в 1-ю петлю. Тягиваем 2-ю, 3-ю и 4-ю. Соединяем. Далее вяжем до конца. В конце у нас, не забываем, лепесточек неполный. Цветочек из 4 лепестков получается. Здесь мы 5 провязываем в начале. А в конце у нас будут только 4 лепесточка. Далее делаем 1 воздушную петлю. И повторяется ряд как 2-й. По 2 столбика в центр цветочка. Эта сторона у нас считается лицевой. А здесь у нас изнаночная сторона. Далее провязываем самостоятельно. Столько рядов, сколько вам необходимо. У меня идет здесь 12 рядов. И как я говорила, у меня получилась ширина 11 сантиметров. В конце, когда провяжете полотно, ниточку не обрезайте. Она нам нужна для сшивания. Вот у меня полотно лежит лицевой стороной. С правой стороны у меня нить. Далее вот так вот складываем. Сейчас мы будем сшивать обе стороны. Вот так вот я складываю. Это у меня будет клапан. Здесь я сложила 18 сантиметров приблизительно я беру. Вот так вот складываем. Далее берем крючок. Вот у нас по краю идут косички. Заводим крючок за заднюю стенку косички. Вот сюда вот. Вот эту петельку захватываем и вытягиваем. Вытянули. Далее с этой стороны у нас мы тоже будем захватывать вот эту заднюю стеночку косички. И также с этой стороны. Вот они. Захватываем, вытягиваем
и провязываем соединительной петлей. И также следующую. И вот таким образом мы провязываем весь край. И точно так же пришиваем вторую сторону. Прошили обе стороны. Теперь нам необходимо сумочку вывернуть, так как у нас лицевая сторона осталась внутри. Сумочка почти готова. Нам осталось только пришить магнитные кнопки. Вот таким образом их располагаем и пришиваем с двух сторон. И останется закрепить только цепь. Вот я пришила магнитные кнопки и закрепила по бокам цепь. Вот таким образом выглядит наша сумочка. Посмотрите также плейлист с сумками. И не забудьте подписаться на мой канал.